Всем привет! Добро пожаловать на наш канал, где мы сегодня погрузимся в одну из самых загадочных и малоизученных тем – самые странные неразгаданные тайны Сибири. Этот огромный регион, раскинувшийся на миллионы квадратных километров, хранит в себе истории, которые заставляют ученых ломать голову, а любителей тайн – строить самые невероятные теории. Сибирь – это не просто суровая природа, бескрайняя тайга и ледяные просторы – это место, где, кажется, сама Земля шепчет о прошлом, которое мы до сих пор не можем понять. Сегодня я расскажу вам о 5 самых интригующих загадках этого края, и мы попробуем вместе разобраться, что же скрывается за этими тайнами. Поехали! Первая загадка, о которой невозможно не упомянуть, это тунгусский феномен. Утро 30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска в Восточной Сибири ознаменовалось событием, которое до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тайн 20 века. В 7 часов 14 минут утра местные жители увидели яркую вспышку в небе, за которой последовал оглушительный взрыв. Сила этого взрыва была эквивалентна 10-15 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Это в 1000 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Лес на площади в 2000 квадратных километров был повален, словно спичечный домик, а сейсмические волны зафиксировали станции по всему миру. Но вот что странно. Кратера, который обычно оставляет метеорит, так и не нашли. Первая экспедиция под руководством Леонида Кулика добралась до места только в 1927 году, спустя почти 20 лет после события. Ученые ожидали найти осколки метеорита, но вместо этого обнаружили лишь выжженную землю и поваленные деревья, расходящиеся радиально от эпицентра. Это породило массу теорий. Одни считают, что это был метеорит, который взорвался в атмосфере, не долетев до Земли. Другие говорят о комете, состоящей изо льда и пыли, которая испарилась при входе в атмосферу. Но есть и более экзотические версии. Например, что это был взрыв инопланетного корабля или даже эксперимент Николы Теслы с передачей энергии на расстоянии. Интересно, что в тот же день Тесла действительно проводил опыты в своей лаборатории в США, и некоторые энтузиасты связывают это с Тунгуской. Однако никаких прямых доказательств нет, и загадка остается открытой. Почему при такой мощи не осталось материальных следов? Может, это было нечто совершенно иное, чего мы до сих пор не можем понять? Перейдем к следующей тайне – гигантским кратером Ямала. В 2014 году пастухи на полуострове Ямал обнаружили огромную воронку в земле диаметром около 80 метров и глубиной до 50 метров. Сначала это списали на обрушение грунта из-за таяния вечной мерзлоты, но потом подобные кратеры начали появляться и в других местах Сибири. Их уже более 10, и каждый новый вызывает больше вопросов, чем ответов. Ученые выдвинули гипотезу, что это результат взрывов метана, который накапливается под землей в условиях вечной мерзлоты. Когда давление становится критическим, газ вырывается наружу, оставляя такие воронки. Но вот что любопытно. Местные жители, представители народа ненцев, утверждают, что раньше ничего подобного не видели, хотя живут здесь веками. Более того, некоторые кратеры окружены выброшенной землей, словно что-то вытолкнуло ее с огромной силой. Это наводит на мысль, а не связано ли это с более глубокими процессами в недрах Земли? Может, это не просто метан, а нечто, связанное с геологической активностью, о которой мы пока не знаем? И еще один момент. В 2016 году в одном из кратеров обнаружили следы радиоактивных изотопов, что породило слухи о секретных испытаниях или даже падении неизвестных объектов. Пока это только гипотезы. Но масштаб и внезапность явления делают его одной из самых странных загадок Сибири. Теперь давайте поговорим о Денисовской пещере на Алтае, месте, которое перевернуло наше представление о древней истории человечества. Эта пещера в долине реки Ануй известна с XVIII века, но настоящую славу она обрела в 2008 году, когда археологи нашли здесь останки неизвестного вида человека, которого назвали денисовцем. Это был не Homo sapiens и не неандерталец, а нечто среднее, уникальное. Анализ ДНК показал, что денисовцы жили около 50 тысяч лет назад и скрещивались с другими видами людей. Их гены до сих пор сохранились у некоторых народов Меланезии и Восточной Азии, что говорит о широком распространении этого вида. Но вот что странно, в пещере нашли не только кости, но и удивительно сложные украшения – браслеты из хлорита, бусины и кольца.
Эти предметы требовали высокого уровня мастерства, что не совсем вяжется с образом примитивных древних людей. Кто были денисовцы? Отдельный вид или гибрид? И почему их следы так резко обрываются? Некоторые исследователи даже предполагают, что они могли быть частью исчезнувшей высокоразвитой культуры, о которой мы ничего не знаем. Алтайские легенды говорят о белых людях, живших в этих горах задолго до прихода современных народов. Может, это отголоски памяти о денисовцах? Пока это лишь предположение, но пещера продолжает хранить свои тайны. Четвертая загадка – это таинственные кольца на льду Байкала. Впервые их заметили в 1999 году со спутников. Огромные круги диаметром до 4 километров, вычерченные на ледяной поверхности озера. Они появляются не каждый год, но их регулярность поражает. Ученые сначала думали, что это результат подводных течений, которые поднимают теплую воду к поверхности, растапливая лед в определенных местах. Однако измерения показали, что температура воды под кольцами не сильно отличается от окружающей среды. Тогда возникла версия о метановых выбросах со дна Байкала, но и тут доказательств недостаточно. Местные жители-буряты считают эти кольца проявлением духов озера. По их поверьям, Байкал – живое существо, и круги – это его способ общаться с людьми. Интересно, что кольца иногда появляются вблизи мест, где ранее фиксировали аномалии, например, свечение воды или странные звуки. В 1982 году ученый Виктор Добрынин доказал, что байкальская вода действительно светится, излучая до 100 фотонов на квадратный сантиметр в секунду. Причина этого свечения до сих пор не ясна. Может, кольца, свечение и другие феномены – это части одной большой загадки, связанной с уникальной природой Байкала. Этот вопрос остается без ответа, и каждый новый круг на льду только подогревает интерес. И, наконец, пятая тайна – это исчезновение древних цивилизаций Сибири. Археологические находки последних лет показывают, что тысячи лет назад этот регион был домом для развитых культур, о которых мы почти ничего не знаем. Например, в 2017 году экспедиция Русского географического общества обнаружила в тайге Среднего Приобья руины каменных строений, курганы и металлические артефакты, датируемые бронзовым веком. Это были не просто кочевники, а оседлые люди с высоким уровнем технологий. Этнографы отмечают, что местные народы – ханты, манси, ненцы – рассказывают легенды о белых бородатых людях, которые жили здесь до них и ушли на запад. Куда делись эти цивилизации? Некоторые ученые связывают их с гиперборейцами, мифическим народом, упоминаемым в древних текстах Индии, Ирана и Европы. Есть гипотеза, что изменение климата или конфликты вынудили их покинуть Сибирь, но следов их миграции почти нет. А что, если они не ушли, а просто растворились среди других народов, оставив после себя только эти загадочные руины? Или, может, часть из них укрылась под землей? В сибирской тайге до сих пор находят странные подземные ходы, которые никто не может объяснить. Это открывает простор для размышлений. Была ли Сибирь когда-то центром древнего мира, о котором мы забыли? Итак, что мы имеем в итоге? Тунгусский взрыв, кратеры Ямала, денисовцы, кольца Байкала и исчезнувшие цивилизации – каждая из этих тайн уникальна, но вместе они рисуют картину Сибири как место, где природа и история переплетаются в нечто необъяснимое. Может, дело в самом регионе, его изоляции, суровом климате и неизведанных глубинах? Или мы просто еще не готовы понять, что здесь происходило? Эти загадки заставляют нас задуматься о том, как мало мы знаем о нашей планете, даже в 21 веке. Если вам понравилось это путешествие в мир сибирских тайн, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь своими мыслями в комментариях. Что вы думаете об этих загадках? Есть ли у вас свои теории? А может, вы знаете другие странные истории из Сибири? Давайте обсуждать. До встречи в следующем видео, где мы раскроем еще больше тайн нашего удивительного мира.